Глава 171. Возвращение. Хань Ли, присев на корточки рядом с младшей боевой сестрой Чен, наклонил голову и внимательно осмотрел красивое, обнаженное тело похотливой женщины. Женщина лежала в такой позе, что взгляд Хань Ли невольно упал на несколько таинственных областей, в результате чего у него пересохло во рту и закружилась голова. Он четко понимал, что если он захочет, то эта необычайная красота перед ним позволит ему испытать экстаз, который проникнет во все части его тела, что позволит ему стать настоящим мужчиной. Он достаточно долго смотрел на обнаженное тело этой женщины, но потом неохотно отвел взгляд и снова посмотрел на лицо женщины. Он нахмурился и вдруг протянул указательный палец к ее губам, вытирая их. После того, как он почувствовал влажную гладкость, он быстро убрал руку и мягко понюхал ее. Это действительно гранула наслаждений. Похоже, он не солгал. Сказал про себя Хань Ли. Короткое мгновение казалось, что он полностью успокоился. «Прекрасная красотка, твое счастье, что ты съела этот афродизиак, иначе бы мне пришлось прикончить тебя. Однако, поскольку ты под действием этой гранулы, в этом нет необходимости. Можно предположить, что ты уже погрузилась в мир иллюзий и не сможешь вспомнить мою внешность», мягко сказал Хань Ли, подняв подбородок женщины рукой и заглянув в ее чарующие глаза. «По правде говоря, безопаснее было бы убить тебя. В конце концов, даже если ты под действием этой гранулы, ты все равно можешь нечетко видеть меня. Хотя эта вероятность очень низкая, ты должна радоваться. Несмотря на то, что меня сложно назвать хорошим человеком, я не так зол, чтобы убивать. К тому же я милосерден к женщинам. Если бы ты была мужчиной, я бы без колебаний убил тебя», Хань Ли продолжал разговаривать сам с собой, беспомощно и горько улыбаясь. Проговорив это, Хань Ли замолчал на мгновение. Затем он еще раз внимательно осмотрел женщину, наклонил голову и внезапно поцеловал и манящие губы женщины. Он чувствовал себя несколько неуклюже, всасывая ее губы, но женщина страстно ответила ему. После этого наслаждения Хань Ли неохотно расстался с соблазнительными губами женщины. Отношения между мужчинами и женщинами действительно чудесны. Хотя я не смог по-настоящему испытать экстаз, этот поцелуй можно считать наградой за спасение ее жизни. Пробормотал Хань Ли. Что касается гранулы заложения фундамента, которая принадлежала этой женщине и которую он забрал у старшего брата Лу, он не собирался возвращать ее. Ох, твой нынешний облик может действительно соблазнить любого мужчину. Я слышал от старейшины Ма, что мужчины и женщины, которые теряют девственность, имеют меньше шансов добраться до заложения фундамента, поэтому я отказался от такого удачного случая и отбросил все желания своего сердца. Лицо Хань Ли постепенно возвращалось к обычное состояние. Тем не менее, он слегка покачал головой, немного сожалея об этом. В конце концов, между ночными удовольствиями и культивацией, что было более важным? Благодаря этой мысли, Хань Ли сразу же очистил свой разум от похоти. Что касается того, почему старший боевой брат Лу решился на изнасилование этой женщины, Хань Ли не нужно было глубоко раздумывать об этом, чтобы прийти к умозаключению. При виде какого-нибудь симпатичного мальчика, он, вероятно, уже давно потерял свою девственность, поэтому он больше не задумывался над этим. В результате он лишился уверенности в том, что сможет достигнуть стадии заложения фундамента, и отложил момент, когда сможет принять гранулу заложения фундамента. Вот что подумал Хань Ли. Поразмыслив над этим, Хань Ли решил не терять больше здесь времени. Сначала он использовал огненные шары, чтобы создать большую яму и сбросить туда старшего боевого брата Лу. Затем он сжег труп дотла и закопал яму до такой степени, что земля сверху не стала совершенно ровной, заметая таким образом следы трупа. Глядя на место сражения, он заметил, что здесь были видны следы боя, так что он поспешил скрыть и эти следы. Затем он, накинув свою одежду на младшую боевую сестру Чень, взял ее на руки и поспешил убраться из этого места. Отлетев от этого места на запад более чем на 100 ли, он обнаружил довольно большой скрытый утес и опустился. Положив женщину на этот большой утес, Хань Ли решил немедленно улететь, но внезапно он повернул голову, чтобы взглянуть на эту красивую женщину в последний раз, и снова вздохнул с сожалением. Затем он повернулся и приблизился к ней. Вытащив из-за пазухи белую фарфоровую бутылку, он насыпал на ладонь какой-то белый порошок. Затем палец другой руки он обмакнул в порошок и приложил его к губам женщины.
Он проговорил, хотя этот похотливый яд гранулы наслаждений не может забрать жизнь человека, и если не использовать противоядие, то он может навредить силам человека. Я полагаю, что выполнение этого доброго дела не потребует больших усилий. Этого порошка чистого духа будет достаточно, чтобы растворить яд. Сказав это, Хань Ли увидел, как женщина неосознанно лизнула лекарство. Эффект можно было увидеть моментально, а она потеряла свою похотливую энергию. Хань Ли не осмеливался больше оставаться здесь. Он поспешно убрал бутылку с лекарством и использовал магический инструмент, чтобы поспешно убраться подальше отсюда. Он знал, что женщина скоро придет в себя. И если он не уйдет прямо сейчас, он может столкнуться с большими неприятностями. Хань Ли летел среди ночи самым коротким маршрутом к долине Желтого Клена, прежде чем смог немного отдохнуть. После того, как небо прояснилось, он уверенно вошел в долину и вернулся в сад сотен растений. Войдя в сад, он тут же спрятался. 3 дня и 3 ночи он очищал свой дантянь от вредных примесей. Избавившись от них, он медленно стал восстанавливать утраченную истинную сущность. Несмотря на это, последствия этой битвы все еще давали о себе знать, силы Хань Ли были сильно истощены. Он считал, что ему потребуется несколько месяцев, чтобы вернуться в свое прежнее состояние и даже достигнуть пика. Благодаря этому Хань Ли почувствовал, что это стоило того. В это время Хань Ли сидел за своим столом, любуясь величайшими трофеями битвы, 2 голубыми гранулами заложения фундамента. После того, как он тщательно изучил их в течение 2 часов, он положил их обратно в медную бутылку, которая служила вспомогательным инструментом, чтобы их духовная ци не рассеивалась. Что касается лазурной бутылки и деревянного ящика, он, естественно, уничтожил их, чтобы никто не мог обнаружить то, что он хотел скрыть. Стоит отметить, что его потери в сражении действительно были немалыми. Большими. Мало того, что его талисман-сокровище, летающий меч, был уничтожен, но и прекрасное стальное кольцо также было принесен в жертву. Поэтому он чувствовал некоторое сожаление по этому поводу. Однако, его трофеи были также велики. Помимо знамени лазурного дракона, Хань Ли обнаружил еще 2 значительных магических инструмента в сумке старшего боевого брата Лу: лазурную веревку, которую он использовал, чтобы атаковать его, серебристо-белый крюк. Казалось, что они оба высокоранговые магические инструменты. Этого было достаточно, чтобы компенсировать потерю его магических инструментов. Не говоря уже о нескольких десятках талисманов с низким и средним рангом и более 20 духовных камней низкого ранга. К сожалению, там не было высокоранговых талисманов-элементов. Он обнаружил только талисман ветряной стены, с которым Хань Ли и вернулся. Хань Ли воспользовался этой возможностью, чтобы рассмотреть всю свою добычу. Помимо предметов, которые он лично использовал, и очень ценных предметов, он уничтожил остальные, чтобы избежать будущих неприятностей. После этого задумался о том, что делать с гранулами заложения фундамента. Хань Ли совершенно не знал, как употреблять их. Необходимо ли было ее проглотить саму по себе, или же ему было нужно подготовить другие лекарства и выполнить другие действия? Нужна ли ему поддержка внешней силы? Он слышал, что лекарственные пилюли действительно обладают определенными качествами. Поскольку Хань Ли еще ни разу не использовал этих пилюлей, раньше ему не приходилось обращать на это внимание. Он планировал подождать до окончания испытания кровью и огнем. В конце концов, неудача в этом испытании больше ничего не значила. Ведь он решился участвовать в нем только ради гранул заложения фундамента, и он не ожидал, что сам будет их обладателем. Пока что это не было неотложным делом. Полдня спустя Хань Ли прибыл в павильон консультации культиваторов. Он вернулся в свою резиденцию и сел за стол. После долгих размышлений он внезапно ударил кулаком по столу, да так, что кулак тут же стал красным. Но он проигнорировал боль, как будто ее там не было. Незадолго до этого, под предлогом того, что он хотел изучить новые магические техники, он послал несколько косвенных запросов к Ву Фэнву. В конце концов, он раскрыл метод принятия гранулы заложения фундамента. Оказалось, что для того, чтобы принять эту пилюлю, ему не требовалось преодолевать какой-либо барьер, использовать лекарства или внешняя помощь. Ее можно было просто проглотить. Естественно, что для Хань Ли это была отличная новость. Однако последующие слова Ву Фэн поразили Хань Ли. Внезапно возникла новая проблема, связанная с последствиями приема пилюли. Хань Ли был озадачен этим.
В очередной раз ему пришлось столкнуться с дилеммой. Глава 172. Выбор. Северный район провинции Цзянь, пустынная гора на границе государств Юэ и Юань, стоит несколько десятков человек в желтой одежде на разной высоте. Их одежда развивалась от ветра, все они были разного возраста, некоторые из них были старыми и седыми, с морщинистым лицом, некоторые были совсем юнцами, которые еще не вступили во взрослую жизнь. Все они молча стояли в рядах. Перед ними с важным видом стоял старик. Заложив руки за спину, он неподвижно посмотрел в небо, думая о чем-то. За ним стояло 4 мужчин и 1 женщина. Среди них был тот самый боевой дядя Ван, который привез Хань Ли в секту. У него в настоящее время было торжественное выражение лица. За этими 5 людьми было 2 упорядоченных ряда учеников в желтой одежде, все с разными выражениями. Некоторые нервничали, другим было не по себе, равнодушие или даже взгляд по сторонам. Некоторые молчали, не показывая своих истинных намерений. В конце последнего ряда стоял темнокожий юноша с опущенным взглядом. Он с самого начала смотрел себе под ноги. Он не осмелился перевести взгляд и выглядел необычайно застенчивым. Однако ни один из этих людей не знал, что этот мальчик таил в себе обиду. Этот юноша отличался от других, это был Хань Ли. Все люди были учениками долины Желтого Клена, которые собирались присоединиться к испытанию кровью и огнем. В конце концов, Хань Ли решил участвовать в нем. Вопрос о 2 гранулах заложения фундамента был неудачной шуткой. Месяцем ранее, до того, как Хань Ли узнал метод, как принимать гранулу заложения фундамента от Ву Фэн, он был сильно шокирован. Оказалось, что тот, кто собирается употребить гранулу заложения фундамента, должен в течение 3 месяцев оставаться в уединении, чтобы исчерпать всю свою целебную силу. В противном случае лекарственная сила будет рассеиваться, что значительно снижает эффективность таблетки. Вот почему для выяснения того, удалось ли кому-то достичь стадии заложения фундамента, требовалось несколько месяцев. Будучи вынужденным ждать так долго, Хань Ли был разочарован. Изначально он планировал принять гранулы, а затем подумать, надо ли ему принимать участие в этом испытании. Если бы ему посчастливилось достигнуть стадии заложения фундамента таким способом, то ему определенно бы не пришлось отправляться в это опасное испытание. В действительности, в этом испытании выживал только 1 из 4. Настолько оно было опасным. Если бы он потерпел неудачу после приема гранул, тогда бы он обязательно отправился на испытание. Если бы 2 или 3 гранул было бы недостаточно, то он бы усовершенствовал 4 или даже больше. Он был убежден, что его способности настолько слабы, что ему бы определенно потребовалось несколько гранул, чтобы достигнуть стадии заложения фундамента. Однако из-за ограничения, что ему было необходимо уединиться в течение 3 месяцев после приема гранулы, план Хань Ли провалился, в результате чего ему пришлось столкнуться с такой ситуацией, когда он не мог получить все, что хотел. Теперь ему нужно было либо принять участие в испытании, либо полностью отказаться от входа в запретную зону, либо временно оставить пилюли в покое и подождать до тех пор, пока испытание не закончится. Нужно было выбрать меньшее из 2 зол. Размышляя об этом почти полмесяца, Хань Ли чувствовал, что из-за его слабых способностей, даже если он примет обе гранулы, его шансы войти в стадию заложения фундамента все еще были довольно низкими, поэтому он не мог отказаться от испытания кровью и огнем. Хань Ли на самом деле не собирался ждать еще 5 лет, чтобы получить возможность принять участие в следующем испытании кровью и огнем. Даже если бы он не смог войти в стадию заложения фундамента, его бессмертное искусство определенно бы достигло своего пика. Таким образом, его способность к защите возрастет. Подумав об этом, Хань Ли вскоре услышал заявление верхнего эшелона долины Желтого Клена, которое сильно потрясло культуру мира Юэ, заставив эту его идею раствориться в воздухе. Детали были следующими: через 5 лет запрещенная область испытания крови и огня будет помещена под временную 60-летнюю печать. В это время 7 великих сект будут работать сообща, не пуская никого в эту область, чтобы они собирать лекарства. Временное запечатывание запрещенной зоны не было редким явлением. Почти каждые 3-4 сотни лет 7 великих сект делали это. Поскольку запрещенную зону часто открывали, из нее вытекала духовная ци в больших количествах.
В результате страдал рост и развитие духовных растений. Поэтому это временное запечатывание должно было позволить плотности духовной ци вернуться к нормальному уровню. Однако, хотя 7 великих сект и приняли эту меру, духовных растений в запрещенной зоне из года в год становилось все меньше, и их было все труднее найти. Эти особые духовные растения, необходимые для создания пилюль, буквально стали редкостью. Согласно выводу некоторых знающих экспертов из 7 великих сект, если они действительно хотели восстановить духовные растения в запрещенном зоне до нормального состояния, они должны запечатать этот район в течение не менее чем целого тысячелетия. Эта временная печать была ничем иным, как отсрочкой окончательного истощения духовных растений запрещенной зоны. В конце концов, духовные растения не вырастали за 2-3 дня. Несмотря на положение дел в запрещенной зоне, никто не мог опровергнуть или подтвердить эту теорию. Однако руководители 7 великих сект были не способны принять такое болезненное решение. Количество гранул заложения фундамента было тесно связано с ростом и падением их сект. И если бы этих гранул не хватало на 50-60 лет, 7 великих сект просто пострадали бы от внешних повреждений. Однако, по прошествии несколько сотен или даже тысяч лет без гранул заложения фундамента пострадают не только 7 великих сект, но и весь мир культиваторов. ЮС столкнется с кризисом на грани жизни и смерти. В конце концов, местность без культиваторов, стадии заложения фундамента разве можно считать миром культиваторов? Может наступить такое время, когда культивирующие кланы и одиночные культиваторы покинут страну Юэ и попытаются выжить в другом месте. И даже 7 великих сект не станут исключением. В результате, хотя они и знали, что частое открытие запрещенной зоны было все равно, что убить курицу, несущие золотые яйца, 7 великих сект не могли не делать этого. Они могли только надеяться на что до того, как духовные растения запретной зоны истощатся, они смогут воспроизвести и создать достаточное количество других растений, чтобы заменить их. Это заставило экспертов в стадии формирования ядра 7 великих сект сойти с их пути и искать другой источник создания духовных лекарств или найти другое решение, чтобы предотвратить падение сект. Естественно, Хань Ли не мог знать этого. Но зная это, Хань Ли не осмелился бы ждать еще 5 лет до следующего испытания кровью и огнем. Даже недалекие люди легко поймут, что, когда запрещенная зона откроется через следующие 5 лет, она непременно вызовет бурю крови. От каждой из великой секты выставили элитных учеников, чтобы они в последний раз смогли собрать духовных растений, прежде чем запрещенная зона будет закрыта. И если Хань Ли не стал участвовать в этом испытании, он бы себе этого не простил. Даже если эта новость означала, что предстоящая поездка в запрещенную зону будет связана с большими неприятностями и более жестокими сражениями, независимо от этого, следующая, несомненно, будет еще более жестокой. Даже страшно было подумать о том, что будет твориться на испытании, если в следующий раз запрещенная зона откроется через 50 лет. К тому времени он бы уже упустил свой оптимальный возраст для вступления в стадию заложения фундамента. Даже если бы ему и удалось войти в стадию заложения фундамента, этот путь бы занял гораздо больше времени. Естественно, что Хань Ли совсем не хотел этого. Узнав об этом, Хань Ли, не раздумывая, согласился на участие в группе по сбору духовных растений. Неожиданное появление боевого дяди Ван вызвало у Хань Ли чувство большого удивления и некоторого сожаления. Когда боевой дядя Ван увидел Хань Ли, он был удивлен не менее. С одной стороны, он был удивлен, что этот юный ученик примет участие в испытании кровью и огнем. С другой стороны, он не мог поверить тому, насколько культивация Хань Ли улучшилась. Как Хань Ли сумел прогрессировать с его 9-го уровня культивации до 11-го за такой короткий промежуток времени? Это слишком шокировало. И если Хань Ли выделялся своим талантом среди других учеников, то это совсем бы не было странно, однако ему удалось достичь 11-го уровня. Однако, он сам лично оценивал способности Хань Ли. Как он сумел так быстро прогрессировать, что касается его духовных способностей, то он уже считал чудом, что смог попасть в секту на 9-м уровне. Как правило, обычно этого удается достичь тому, кто получает духовные камни и лекарственные растения от старейшины, совмещая с прилежным и самоотверженным культивированием. Однако, когда Хань Ли предстал перед ним теперь на 11-м уровне культивации, он был несравненно потрясен. Поскольку боевой дядя Ван был подозрительным человеком, он бесцеремонно оттащил Хань Ли в сторону и еще раз проверил его способности.
Результат был таким же, как и раньше, что уничтожило все подозрения о возможной мутации в его духовных корнях. Боевой дядя Ван был в абсолютной растерянности. Глава 173. Сбор. Хань Ли отвечал «не знаю» на все вопросы, настаивая на том, что его сегодняшний уровень был результатом упорной работы. Хань Ли также использовал заранее подготовленную загадочную историю, согласно которой он в детстве случайно съел магический фрукт, благодаря которому он мог культивировать и прогрессировать с такой ужасающей скоростью. Он специально подготовил это оправдание, чтобы справиться с подобной ситуацией. Хань Ли знал, что правдоподобная ложь должна состоять из 70% правды и 30% лжи, так что магический фрукт, который он съел, не был его воображением. По слухам, это был фрукт клана бессмертных, фрукт драконьей чешуйки, и ему было более 100 лет. Говорилось, что человек, который его съедал, могли возрождаться и парить в небе. Что касается того, действительно ли он существовал, Хань Ли не мог знать этого, поскольку он на самом деле никогда его не ел. Боевой дядя Ван был начитанным человеком, поэтому, когда он услышал рассказ Хань Ли, его глаза засветились. Он на самом деле достал древнюю книгу, называемую «Перечень удивительных предметов», в которой говорилось о фрукте драконьей чешуйки, чтобы проверить слова Хань Ли. Естественно, Хань Ли с легкостью выкрутился из этого. Пораженный, боевой дядя Ван произнес «такс-такс-такс». Хань Ли также сказал ему, что, как только он съел фрукт, его корни немедленно засохли и погибли. Таким образом, даже если он вернется в то место, где фрукт ранее рос, ни одного фрукта там больше не вырастет. Это должно было гарантировать то, что другая сторона не станет пытаться отыскать больше фруктов для себя, тем самым полностью положив конец истории. Что касается того, что будут ли настолько жадные люди, которые попытаются найти этот фрукт, это его уже не касалось. Позвольте ему заняться своими делами. Хань Ли четко знал, что боевой дядя Ван только сделал вид, что полностью поверил ему, хотя тот и ответил на все его вопросы. Однако не было никакого способа узнать, насколько он поверил ему. Другая сторона, вероятно, была только наполовину поверила ему. Так что впредь ему нужно было избегать боевого дядю Вана, а также быть более осторожным, если другая сторона заподозрит что-либо. Но Хань Ли верил, что как только он войдет в стадию заложения фундамента, его личность совершенно изменится. Даже если бы боевой дядя Ван продолжил сомневаться, он не мог бы так легко его спровоцировать. В конце концов, в мире культивации было принято говорить с силой. Наконец, Хань Ли отбросил вопросы о своей культивации. Затем дядя Ван более не беспокоил его при регистрации. Возможно, это было в качестве извинений за недоверие, однако он помог ему провести все документы, рассказал о некоторых предосторожностях, о которых он должен был узнать, прежде чем войти в запрещенную зону. Хань Ли поблагодарил его, затем попрощался и ушел. Вернувшись, он поприветствовал маленького старика и временно приостановил свою работу в саду лекарственных растений, чтобы он мог подготовиться к испытанию кровью и огнем, не отвлекаясь ни на что. Услышав это, маленький старик помолчал некоторое время. Выражение его лица будто бы говорило: «Ты будущий мертвец». Хань Ли немного разволновался из-за этого. Но больше всего его удивило то, что, перед тем, как старший боевой дядя Ма ушел, тот передал ему 2 бутылки лекарства со словами: «Одна бутылка для внутреннего использования, а другая для внешнего использования». Затем он равнодушно повернулся и улетел на своем летающем магическом инструменте. Этот жест согрел сердце Хань Ли. После 2 последних лет совместной жизни он понял, что, хотя старик обладал достаточно эксцентричным темпераментом, это был человек с большим сердцем, хотя внешне он был очень хладнокровный. Он на самом деле был поглощен искусством создания лекарств. Хань Ли был тронут этим жестом, ведь это означало, что старший дядя Ма действительно признал его своим племянником. За 3 дня до входа в запрещенную зону боевой дядя Ван, наконец, отправил Хань Ли письмо с призывом собраться в зале заседаний, чтобы подготовиться к отъезду. Когда Хань Ли прибыл, все ученики, которые зарегистрировались на испытании кровью и огнем, уже были там и молча смотрели друг на друга. Там было более 10 000 учеников со всей долины Желтого Клена, которые владели уплотнением ци. Хань Ли, естественно, не знал их всех, однако там была одна женщина, с которой Хань Ли был заочно знаком. Хань Ли не только знал эту женщину, но он также прикасался к ее обнаженному телу.
Это была младшая боевая сестра Чень, которую он спас от изнасилования старшим боевым братом Лу. После того, как боевой брат Лу был убит Хань Ли, это породило множество слухов в долине Желтого Клена. Несмотря на то, что этот человек все еще не достиг стадии заложения фундамента, он все-таки был обладателем мутировавших духовных корней, чем и привлек к себе пристальное внимание в верхнем эшелоне секты. Что касается младшей боевой сестры Чень, то после ее возвращения по неизвестной причине она отказывалась обсуждать то, что произошло с ней в ту ночь с кем-либо. В результате боевой брат Лу считался пропавшим без вести. Однако после некоторых поисков и общения с разными учениками не было никаких результатов, так что дело постепенно отбросили в сторону. Люди все время исчезали из долины. Подобные ситуации постоянно случались и раньше. Боевой брат Лу не был первым, и он определенно не был последним, кто когда-либо исчезал из секты. После того, как волнения поутихли, никто в долине Желтого Клена никогда больше не упоминал боевого брата Лу, как будто его никогда и не было. Эта ситуация заставила Хань Ли успокоиться. Предполагалось, что большинство культиваторов — это люди, которые сдерживают свои желания. Если в один прекрасный день Хань Ли бы исчез, никто бы не стал долго горевать о нем. Скорее всего, в мгновение Ак его бы полностью забыли, и никто не стал тратить впустую свое время и энергию на его поиски. С тех пор, как он вошел в секту, он абсолютно придерживался одной позиции — поддерживать низкий статус и относиться ко всем с осторожностью. В конце концов, путь культивации был очень долгим, поэтому возникала высокая вероятность случайных происшествий. И если бы Хань Ли привлекал к себе больше внимания или совершал необдуманные поступки, чтобы показать себя, то такой низкоуровневый культиватор, как он, который не имел покровителей, мгновенно был бы раздавлен другими, более сильными культиваторами. Возможность вступить на путь культивации в другой жизни была бы настолько низкой, что почти не существовала. Изначально Хань Ли не верил в реинкарнацию, но с тех пор, как он вступил в контакт с миром культивации, у него появились кое-какие сомнения. То, как сейчас выглядела младшая боевая сестра Чень, явно отличалось от того, что было раньше. Хань Ли не была уверен, повлияла ли на это измена ее возлюбленного, но на ней не было никакой косметики. Она казалась холодной, но элегантной, и все ее тело излучало такую ауру, которая должна была заставлять незнакомцев держаться от нее подальше. За это время несколько молодых парней попытались поговорить с ней, потому что их привлекала красота, но она мгновенно отшила всех их. Дело было не в том, что мужчины выглядели дешево. Холодное и высокомерное выражение лица этой женщины не только не уменьшило ее красоту, но и добавило ей таинственного очарования. Это заставило всех окружающих учеников мужского пола впиться в нее взглядом. Такой внешний вид был еще более привлекательным, чем образ робкой, милой маленькой девушки, которую когда-то видел в ней боевой брат Лу. Однако Хань Ли был раздражен, видя все это. Не было никаких сомнений, что в этом мире родилась новая женщина, которая презирала мужчин. Почувствовав предательство своего возлюбленного, этой женщине, вероятно, будет непросто открыть свое сердце другому мужчине. Вероятно, она даже решила состариться и умереть в одиночестве. Младшая боевая сестра Чень не узнала Хань Ли. Хань Ли преднамеренно прошелся перед ней несколько раз, но в ответ получил только холодный взгляд. Очевидно, она смотрела на него так же, как и на других мужчин, которые пытались покрасоваться перед ней. Хань Ли почувствовал облегчение. Психоделическая сила гранулы наслаждения действительно была невообразимой. Эта женщина его совсем не помнила. Теперь последняя вещь, которая беспокоила его, была полностью устранена. Но когда он вспомнил о ее страстном обнаженном теле той ночью, глядя на холодную и отрешенную младшую боевую сестру Чень сейчас, он почувствовал сожаление. Кстати, вероятно, она решила участвовать в испытании кровью и огнем только благодаря ему. Потеряв гранулы заложения фундамента, ей было необходимо пойти на это испытание, если она желала достигнуть стадии заложения фундамента. В конце концов, эта поездка в запрещенную зону была единственным быстрым путем получения гранулы заложения фундамента. Ученики, которые участвовали в путешествии в запрещенную зону из долины Желтого Клена, были поистине элитой. Все они были сильные и мускулистые. Не считая обычных учеников, здесь было 5 или 6 экспертов, которые достигли пика 13 уровня. Большинство учеников же были на 12 уровне. Младшая боевая сестра Чень была на середине 12 слоя.
остальные ученики находились на 11 уровне, и их было только 3. Кроме Ханьли, здесь был седовласый старик и юноша лет 16-17. Увидев их, Ханьли почувствовал какое-то беспокойство в своем сердце. 3 из них, вероятно, были только ради того, чтобы компенсировать количество и стать пушечным мясом. Следуя обычаям прошлого, количество учеников низкого уровня, которые могли войти в запрещенную зону из 7 великих сект, не могло превышать 25 человек. Их могло быть меньше, но не больше. Последние несколько раз им не удалось набрать достаточно людей. Обычно на участие в испытании кровью и огнем приходило не более 10 человек. Но на этот раз максимальное число не только было достигнуто, но также здесь появилось много элитных учеников. Это доказывало, что это путешествие в запрещенную зону для сбора лекарственных трав определенно превышало обычные нормы прошлого, и количество людей, которые могли бы выжить, было бы, конечно, меньше четверти из них. Увидев предполагаемое развитие событий, Ханьли почувствовал себя совершенно беспомощным. Он мог только проклинать их в своем сердце. Несомненно, все эти элитные ученики должны были получить дополнительные награды от высших сил внутри секты, иначе они бы не появились здесь. Глава 174. Боевой предок Ли. С позволением мастера секты Чжуна Линда, 2 почетных ученика вошли в зал с подносами в руках. На одном из подносов была сумка с золотыми нитями. На другом подносе была небольшая груда разноцветных духовных камней среднего ранга. Казалось, пришло время выполнить то, с чем они ранее согласились. Это можно считать наградой за сражение. Ханьли немного злобно подумал об этом. Среднеранговые духовные камни раздавались каждому бесплатно. Ханьли уже обладал духовными камнями с элементами земли и огня, поэтому он выбрал голубой, с элементом воды. Никто не стал возражать по этому поводу. Однако, когда из сумки достали остальные магические вещи, ученики осторожно переглядываться между собой. Эта сумка была не похожей на обычные сумки. Было необходимо духовное чутье, чтобы хранить духовные предметы вместо магических сил. Кроме того, любую духовную силу, которая находилась внутри, могла быть поглощена элементами, хранящимися внутри. Эта сумка также приостанавливала духовное чутье культиватора. Они не могли знать, какой предмет вытянут, поэтому трудно было сказать, что достанется последнему. Они могли определить это только на ощупь. Эта сумка была специализирована для извлечения духовных инструментов и была уточнена именно для этой цели. В противном случае ее практичность не могла бы сравниться с практичностью обычных сумок, так что кто бы стал ею пользоваться? Хотя она была полностью заполнена высокоранговыми магическими инструментами, защитные магические инструменты встречались реже, чем инструменты для атаки. Кроме того, характеристики высокоранговых защитных и наступательных магических инструментов сильно различались. Если бы можно было достать подходящий магический инструмент, их шансы на выживание в испытании кровью и огнем немного возрастали. Однако, для учеников, у которых не было магических инструментов, они были бы еще более скромными. Тем не менее, Ханьли абсолютно не волновался об этом. Во время своего последнего путешествия в торговый город он пополнил свою коллекцию магических инструментов, опустошив магазин множества сокровищ и заполучив 2 инструмента высокого ранга. Не говоря уже о знамени лазурного дракона, а также о других высокоранговых магических инструментах, которые он приобрел впоследствии. Поэтому он не волновался о том, если не сможет заполучить еще один высокоранговый инструмент. Когда наступила очередь Ханьли, большинство людей уже взяли себе по магическому инструменту из сумки. Естественно, они вынимали их так, чтобы другие не могли видеть, что именно они достали. Ханьли засунул руку в сумку и вытянул наугад. Его сердце забилось быстрее, и он тут же засунул эту вещь в свою сумку, мельком взглянув на предмет. В этот момент человек позади него уже с нетерпением двинулся вперед. Когда Ханьли увидел это, он тактично ушел и вернулся на свое место. Когда выбор магических инструментов закончился, несколько человек зашли в зал. Когда Ханьли пришел в секту, они были распорядителями. Боевой дядя Ван и старик Е, которого Ханьли действительно презирал, были среди них. У всех этих людей были странные выражения лица. Все они почтительно сопровождали старика с квадратным лицом в центре. Никто не осмеливался перешептываться.
седовласому старику было лет 50-60. Однако у него был здоровый цвет лица и ясные глаза. С одного взгляда можно было сказать, что этот человек решительно настроен. После того, как старик взглянул на учеников, Хань Ли сразу почувствовал, будто он видел его насквозь. Как только мастер великой секты Чжун увидел этого человека, он поспешил приветствовать боевого дядюля. В его приветствии чувствовалась нотка лести. Увидев это, ученики были ошеломлены. Однако выражения лиц других распорядителей были как обычно. Они не только не испытывали никакого презрения, а скорее позавидовали, когда старейшина ответил на приветствие Чжуна Линда несколькими словами. Казалось, удостоиться фразой «боевой дядя» от этого старейшины было большой честью. Видя это, Хань Ли и другие юные ученики были поражены происходящим. Тем временем мастер Чжан представил этого старейшину толпе учеников. Имя боевой дяди Ли Хань Ли и другие уже слышали ранее. Он был одним из прародителей стадии формирования ядра, боевой дядя Ли. Путешествие в запрещенную будет происходить под предводительством боевого дяди Ли вместе с отрядом распорядителей, включая мастера Вана. После того, как мастер секты Чжун представил боевого предка Ли, тот сказал только «выступаем», закончив таким образом встречу с Хань Ли и с другими новичками. Затем он первым вышел из зала. Хань Ли и остальные полностью ошеломлены. Однако они поспешно последовали за приказами распорядителей. Покинув зал, они вдохнули холодный воздух. Как только они покинули зал, они увидели огромного сверкающего серебряного монстра, более 20 чжан в длину. Его огромное тело производило пугающее впечатление, что у них перехватило дух от страха. На голове этого монстра стоял боевой предок Ли и холодно смотрел на всех. Хань Ли проморгался, а затем внимательно присмотрелся к монстру, хотя его сердце продолжало трепетать от страха. Теперь он четко видел, что перед ними был серебряный питон. Однако этот питон был поистине необычным, на голове у него торчал черный рог, из-за чего он казался еще более злым. Это сила эксперта стадии формирования ядра. Он способен починить такого демонического зверя и заставить его следовать его приказам. Это слишком невероятно. Хань Ли был полностью поражен этим. Если бы он тоже достиг стадии формирования ядра, то он также обладал бы такой большой магической силой. Хань Ли чувствовал, как вся кровь в его организме закипает от волнения. До того, как он не встретил боевого предка Ли, Хань Ли не осознавал свой собственный путь культивации. Однако мощь этого старика потрясла его до такой степени, что он смог представить себе четкую картину своего пути культивации, что дало ему уверенность в дальнейшем развитии пути бессмертия. «Все, подойдите и заберитесь на спину моего питона. Скорость полета моего рогатого серебряного питона намного выше, чем ваши магические инструменты. Поэтому вам потребуется всего 2 дня, чтобы добраться до места назначения». Он говорил это так, как будто не видел, что все ученики были взволнованы. Погладив своего питона, он спокойно заявил это. Таким образом, Хань Ли и остальные провели на питоне 2 дня и 2 ночи в страхе и трепете. В конце концов, они прибыли к какой-то безымянной пустынной горе. Этот боевой предок действительно не соврал. Скорость этого монстра действительно была удивительной, намного выше, чем у летающих инструментов учеников. Естественно, потому что ни у кого из них не было хорошего летающего инструмента. По прибытии толпа учеников получила инструкцию от распорядителей. Здесь секты договорились собраться. 7 великих сект собрались в одном месте и направились в запрещенную зону, поскольку силы одной секты или клана было недостаточно, чтобы войти туда. Назначенное время отправления — завтра утром. Однако, поскольку запрещенная зона находилась в пределах провинции Цзин, долина Желтого Клена считалась хозяином. Поэтому секта прибыла на день раньше и собиралась дожидаться других сект на этой горе. Прямо сейчас толпа учеников могла свободно передвигаться. Завтра им придется собраться вместе и передвигаться с осторожностью. После того, как распорядители объявили это, Хань Ли и остальные, естественно, разошлись. Они бродили горе, занимаясь своими делами, заканчивая своими приготовления накануне великого сражения. Таким образом, среди 20 с лишним учеников в желтой одежде были некоторые, кто сидел, скрестив ноги, оттачивая свой дух, в то время, как другие начищали свои инструменты. Были и те, кто был совершенно погружен в свои мысли из-за внутреннего волнения. Однако было несколько человек,
которые болтали совершенно спокойно между собой. Они были полностью расслаблены, словно были на экскурсии. Хань Ли уделял особое внимание этим немногим людям. В этот момент Хань Ли услышал звуки шагов позади него, и он слегка нахмурился. Чтобы оставаться незаметным, он осознанно решил сидеть один в ничем не примечательном уголке. Зачем кому-то сюда подходить? Младший боевой брат Хань. Покорнейше приветствую вас, меня зовут Сян. Я желаю поговорить с вами о предстоящем путешествии в запрещенный район. Это вопрос жизни и смерти. Давайте поговорим. Выдержанный, но спокойный голос заставил Хань Ли еще сильнее нахмуриться. Хотя Хань Ли еще не того, кто говорил с ним, он уже мог сказать, что этот человек был хитрый и ненадежный. Он сразу же решил, что он принесет ему только проблемы, однако Хань Ли понимал, что лучше оскорбить джентльмена, чем оскорбить злодея. Он нехотя повернулся и увидел двух человек перед собой. Один из них был старый, а другой — низкий. Глава 175. Секта абсолютной пустоты. Видя их, Хань Ли облегченно вздохнул про себя. Они были обычными учениками на 11 уровне концентрации ци. Однако глаза старика были полны хитрости. Другой выглядел честным и наивным. Было ясно, что он был неопытным молодым человеком. Эта странная пара искала его, в результате чего Хань Ли действительно был удивлен. Однако Хань Ли не мог понять их намерения, поэтому он немного задумался. Старшего боевого брата что-то интересует. Холодно, но учтиво спросил Хань Ли. Но он намеренно говорил столь неестественно, заставляя раскрыть их свои намерения. Очевидно, что лицо старшего боевого брата Сян выглядело намного серьезнее, чем ожидал Хань Ли. Он не только не возражал, стал ближе подходить к Хань Ли, но также использовал вежливый и учтивый тон. «Хех, есть ли у младшего боевого брата Хань хороший план завтрашнего путешествия в запрещенную зону? Наши магические силы весьма скудны. Вполне возможно, что мы первыми падать в опасную схватку с другими сектами. Не лучше ли нам объединиться и подумать о контрмерах?» Услышав это, Хань Ли услышал несколько раз, моргнул и не произнес ни слова. Однако, он полностью убедился в намерениях другой стороны. Его слова были близки к его собственным догадкам. Казалось, этот старый интриган хотел подружиться с несколькими учениками со слабой магической силой, чтобы передвигаться и сражаться вместе, повышая уровень безопасности, а также значительно увеличивая их шансы на выживание. Тем не менее, Хань Ли ясно понимал, что это имеет как преимущества, так и недостатки. И если бы ученики сосредоточились в одном месте, область, которую они могли бы обыскать, была бы значительно меньше, что в свою очередь уменьшило бы количество духовных лекарств, которых они могли бы найти. Кроме того, о том, как эти духовные растения будут распределены впоследствии, было трудно сказать. Скорее всего, это будет решаться силой. Хань Ли, естественно, не был заинтересован в альянсе. Мало того, что в этом не было бы никаких преимуществ, вдобавок ко всему, его, вероятно, хотели использовать как расходный материал. Скорее всего, этот старик вовсе не имел добрых намерений и был уверен, что сможет воспользоваться кризисной ситуацией ради личной выгоды, спасая свою шкуру. Видя, что Хань Ли замолчал после его предложения, старик забеспокоился и смущенно добавил: «Это действительно хорошая идея». Возможно, младший боевой брат уже слышал эти слова, но эта идея абсолютно гарантирует, что все смогут безопасно пройти все путешествие. Старик вопросительно взглянул на Хань Ли и нахмурил морщины на лбу. Хань Ли показалось это очень забавным. Желтоволосый мальчик рядом с ним, похоже, очень восхищался этим старым интриганом. Хотя он ничего не говорил, он также вопросительно смотрел на Хань Ли. Поскольку он абсолютно не собирался вступать в их союз, Хань Ли не хотел больше запутывать их и прямо ответил: «Прошу прощения. Мое скромное «я» не привыкло работать с другими. На этот раз я также не намерен этого делать. Если старший боевой брат хочет объединиться с другими, тогда лучше ему поискать других младших боевых братьев». Хань Ли говорил крайне прямолинейно и остро. Хань Ли знал, что этим он ясно дал понять, что он не был неопытным новичком, он сможет победить противника и не желает связываться с ними. В противном случае, если этот старший боевой брат Сян почувствовал, что у него был хоть малейший шанс убедить товарища по секте, поэтому он, скорее всего,
бы продолжил приставать к нему. Хань Ли не хотел, чтобы он его беспокоил. Услышав это, старик Сян понял, что нашел неверную цель. Хотя человек перед ним казался совсем молодым, он говорил уверенно и осторожно. Он явно был опытным человеком, прошедшим множество испытаний и лишений. Старик больше ничего сказал, а просто ушел с сердитым видом. Хань Ли посмотрел в другом направлении и увидел ученика, который медитировал на вершине скалы. Хань Ли слегка улыбнулся и отвернулся от него, продолжив наблюдать за другими заслуживающими внимания членами секты. Однако на этот раз он увидел младшую боевую сестру Чэнь и женщину с самой обычной внешностью, стоящую рядом с ней. Несколько талантливых и красивых мужчин топились поблизости. Уголок губ Хань Ли несколько дернулся. Хотя он не знал, почему, он чувствовал себя немного неловко по отношению к другим мужчинам. В конце концов, он решил, что нужно найти укромное место и отдохнуть. На следующее утро все ученики снова подошли к горному пику и выстроились в ряды, ожидая прибытия других бессмертных сект. Спустя несколько часов никто так и не появился, а Хань Ли в своем сердце сыпал их проклятиями. Он догадывался, что другие секты делали это сознательно, чтобы израсходовать физическую силу каждого из долины Желтого Клена. Однако другое разочарование Хань Ли состояло в том, что, по случайности, младшая боевая сестра Чэнь стояла справа от него. Чувствуя сладкий аромат ее тела, его воображение то и дело возвращалось к событиям той ночи. Чтобы скрыть смущение на своем лице, у него не было выхода, кроме как опустить голову и притвориться обеспокоенным. Однако его сердце пылало страстными желаниями. Она была красивой женщиной, но могла ли ее красота довести до того, чтобы он потерял контроль над собой? Однако этот боевой предок Ли, который очень понравился Хань Ли, стоял впереди всех. Он неустанно смотрел в небо и, казалось, мог сколько угодно долго так стоять. Было неизвестно, о чем он думал в данный момент. Внезапно Хань Ли почувствовал, что окружающие заволновались. Казалось, что-то случилось, он не мог не поднять голову. Все члены его секты, все без исключения, смотрели на небо в направлении горизонта. Хань Ли также направил свой взгляд туда. Он увидел, что высоко в небе появилось несколько мерцающих полос света, которые постепенно приближались. Спустя мгновение появилось несколько черных точек. Под черными точками сверкали серебряные огни, казалось, черные точки ехали верхом на этих полосках света. Увидев это чудо, все стали еще более беспокойными. Тихо. Что вы, дети? Это инструмент летающей магии секты абсолютной пустоты, снежно-шелковая радуга. Не вздумайте суетиться и не ударьте в грязь лицом. Проговорил низкий и толстый пожилой распорядитель, повернув голову к ученикам. Эти слова подействовали достаточно эффективно. Беспокойство немедленно прекратилось, остался только единичное перешептывание. В этот момент черные точки уже можно было четко разглядеть. Каждый из них был культиватором в серой одежде даосиста. Большинство из них были настоящими даосскими священниками, у каждого из которых на голове был собран конский хвостик. Однако те, кто не был в одежде священника, выглядели так, как будто они были простыми смертными. Хань Ли и другие ясно видели, что звезды под их ногами были на самом деле сверкающим радужным мостом. Пока Хань Ли внимательно наблюдал за происходящим, белый радужный мост, несущий членов секты абсолютной пустоты, опустился на гору и приземлился напротив членов долины Желтого Клена. Их лидер, даосский священник средних лет, слегка пошевелил рукой, и мгновенно вспыхнул белый свет. Радужные мосты тут же исчезли. Я не думал, что сам старейшина Ли будет руководить на этот раз. Смиренный даосист Фуинци приветствует вас. Даосский священник сделал несколько шагов по направлению боевого предка Ли и радостно поприветствовал его. Исходя из его тона, было ясно, что они были знакомы. Раз старый талантливый даосист смог прийти, тогда почему я бы не смог? Прямо сказал боевой предок Ли. Хе-хе, мы представители стадии формирования ядра в своей секте. Если бы мы не выполним эти поручения, то кто? Даосский священник ничуть не возражал и продолжал говорить с улыбкой. Этот старый даосский шутник все хитрее и хитрее. В прошлый раз вы доставили мне столько неприятностей. Не думайте, что в этот раз все будет точно так же. О чем говорит благодетель Ли? Мы с вами заключили пари, какие могут быть обиды? Рассмеялся даосский священник.
Услышав это, в глазах боевой предка Ли засветился холодный свет. Казалось, что он вот-вот разозлится, но тут же подумал о чем-то и величественно заговорил. После того, как этот кусок железа был утончен в ваш большой лазурный меч, его сила значительно возросла. Я потратил 10 лет на то, чтобы очистить его, но тем не менее, я не отдам его просто так. В его словах было много обиды. Было ясно, что он очень переживал за этот меч. Хе-хе, так получается, что знаменитый бессмертный мастер Ли действительно беспокоится о простом куске железной сущности. Хорошо, на этот раз я создам еще один предмет, который будет еще лучше. Если вы выиграете эту ставку, вы сможете компенсировать свою предыдущую потерю, даосский священник проговорил с улыбкой, закручивая бороду.